Всем привет! И в данном видеоролике будет немного нестандартная тема для канала. Я расскажу и покажу, как можно сделать насекомое в ранге. Я этим начал заниматься совсем недавно, поэтому многое буду делать неправильно. Тем не менее, результат меня устроил. На примере расскажу самки жука-оленя, а также самца жука-оленя. Насекомые лежали в шкафу примерно 5 лет, соответственно полностью высохли. Сейчас будем их размягчать. Для этого потребуется такое сооружение, как эксикатор. Сейчас покажу и расскажу, как его достаточно легко сделать. В интернете много различных ресурсов о том, что нужно использовать стерильный песок, но я не вижу в этом смысла. Мне лень его промывать и раскаливать в печи, поэтому просто использую самые обычные стерильные бинты. Хотя можно, например, обычную вату использовать. Думаю, тоже ничего плохого не будет. Суть в том, что насекомые будут размягчаться за счет бани, которая образуется внутри нашего эксикатора. Самих насекомых нужно завернуть в хлопчатобумажную ткань, которую я тоже смочил, чтобы она просто стала более эластичней. Заворачиваем нашу самку жука-оленя, а также самца. Конечности, например, лапки, которые отпали при каком-либо физическом воздействии на насекомых, я приклеил позже, уже после того, как практически завершил работу. Помещаем наши конвертики в банку. Сам эксикатор и время, при котором они будут там находиться, зависит от размеров насекомых. Ставим для ускорения этого процесса на батарею. В этом нет необходимости, но мне так проще. Прошли примерно сутки, и теперь нужно посмотреть, что стало с нашими насекомыми. Разворачиваем и видим нашего жука. По внешнему виду непонятно, размягчился он или нет. Но если начать раздвигать лапки, то они достаточно легко раздвигаются. Теперь закрепляем их на какой-нибудь любой подложке, например, поролоновой, булавками. Как таковых энтомологических булавок у меня нет, но в принципе это не суть. Использую вот такие, достаточно самые обычные. Опять же, это все потому, что я делаю в домашних условиях и показываю, как любой из вас может то же самое повторить у себя дома. Непосредственно раздвигаем сами рога жука, чтобы их было хорошо видно. И чтобы их зафиксировать, я использую вот такую конструкцию. Да, это самая обычная бумага, которую я просто нарезал. Примерно по 5 мм толщиной. Загибаем ее и фиксируем булавками, так, чтобы рога назад не сложились. Расправление крыльев самая ответственная и также самая трудоемкая и сложная часть работы. Крыло может порваться, сломаться, и тогда уже вы его практически никак не сможете поставить на место. И в зависимости, как вы его зафиксируете в таком положении, будет в принципе зависеть внешний вид самой работы. Конечно, видео ускорено, потому что если его не ускорять, это действительно долго. Ну, собственно, вот, наш жук расправлен. Оставляем его сохнуть. Сохнуть данного жука нужно примерно день-два.
Конечно, это опять же зависит от размеров насекомых, которых вы размачивали. По прошествии этого времени начинаем его разбирать. Вернее, снимаем наши булавки, иголки и так далее. Делаем это аккуратно, хотя видео и ускорено. Если кто-то уже успел заметить, одну из лапок я уже приклеил. Помещаем нашего жука на, так скажем, подложку, которая будет вставляться в нашу рамку. И для лично моего удобства я размечаю на этой самой подложке места карандашом, где будет находиться жук. Обычным клеем-карандашом я приклеиваю крылья. Это наилучший вариант для того, чтобы зафиксировать жука. Конкретно крылья. А клеем моментом, причем это должен быть прозрачный клей, который не видно. Если вы обычно наклеите, то логично предположить, что это будет некрасиво. Фиксируем лапы. Данный клей быстро сохнет. Именно поэтому это наилучший вариант для таких работ. Сама рамка. На самом-то деле ее найти можно не в каждом магазине. Она, конечно же, должна быть широкой. Причем так и написано на упаковке. Рамка не только для каких-то бумаг, но и для, например, вышивания. Эта рамка стоит немного дороже, конечно, чем обычная, но в принципе несущественно. Нашу заднюю часть помещаем в рамку. На ней уже и расположены сами жуки. Да, их два. И закрываем. Данная рамка хороша тем, что ее можно в любой момент открыть, и если что-то в ней случилось, то можно это подправить, либо же еще провести какие-либо манипуляции внутри. Ну, собственно, вот. Два жука готово. На этом видео подходит к концу. Ставьте лайки и пишите комментарии, например, о том, что можно изменить в моей работе, чтобы больше у меня получалось, наверное, это делать. На этом все. Всем пока. Вы были на канале My Pets Planet. Всем пока.